Здравствуйте, мои дорогие любимые друзья, мои дорогие любимые подписчики и гости канала. Те, кто, быть может, совершенно случайно оказался на канале Таро Немо. Таро расклад. На пороге каких событий вы стоите? Что, а быть может и кто идет в вашу жизнь, где-то и спешит. Мы не ставим далеких сроков. Наверное, время у нас сейчас словно убыстряется. Я думаю, не ошибусь, если скажу, многие учатся жить в этом скоростном режиме. И правда, нам довелось проживать в эпоху перемен. Поэтому давайте узнаем, так что же там случится или произойдет. Ну, где-то и в ближайшее, наверное, время, хотя я допускаю, что это не есть пару дней, все же нет. Ближайшее — это такое понятие растяжимое, но вполне вероятно, может быть, и месяц, до 3, по крайней мере. Любой наш прогноз или расклад — это ведь всегда как подсказки, будем говорить, правда? Поэтому тут самое главное — слушайте свою интуицию. И если где-то карты резонируют, переложите именно на метафору карт вашу жизненную историю или как вы сейчас обдумываете тот или иной вопрос, или ну, где-то допускаете альтернативный вариант, но и понимаете, что как бы хотели бы, может быть, и вы. Ну вот давайте продумаем. И я надеюсь, наш расклад будет вам полезен. Давайте узнаем. Итак, что же там на пороге? События, люди, может быть, какие-то новости, неожиданности. Сейчас мы с вами будем узнавать, да? Ну, хочется выложить первый ряд. Вот смотрите, что у вас на пороге. Вообще, это карта изобилия, финансового процветания. Отчасти иногда я девятку кубков называю картой эгоиста. Может быть, тут двояко. Мы все разные, правда? Это вы где-то могли столкнуться с человеком, который эгоист по своей натуре. И сколько ни делай хорошо, всегда плохо и мало. Может быть, и, кстати, ну, как следствие, вы могли помогать долгое время этому человеку, ну, получилось ничего, по сути дела. Может быть, кто-то в результате еще и виновным в чем-то остался. Или мало получил этот человек, опять был недоволен. Но, к сожалению, иногда бывают такие люди. И в любой сфере жизни. Иногда, увы, в личной жизни бывают родственники, там, да, персоны. Может быть, и это связано с работой, когда тоже выполнили достаточный объем, ну, вашего труда или ваших сил был потрачен, но как-то тоже неоцененность. Но вот, вы знаете, самое главное, что хочет сказать карта, если ты правильно оценишь силы, не будешь их расходовать, как будто отдавать свою энергию куда попало или кому попало. Ну, вот такое начало. Давай мы спросили на пороге, чего мы стоим. Ну, вот на пороге вашего, я бы сказала, важного решения. Может быть, наступило время, я такое допускаю, побыть немножко эгоистом, в хорошем смысле, мои дорогие. Мы очень часто о себе забываем. Или мы из добрых побуждений пытаемся кому-то помочь, а потом ничего взамен не получаем, одни разочарования, а потом нам еще нужно прийти в себя, будем говорить, правда? Поэтому доля скепсиса вам явно не помешает. И для кого-то, знаете, это улучшение финансовой ситуации. Или это бизнес, или решение вопросов. Значит, если подойти даже к каким-то трудовым процессам, будем говорить, рабочим, ну, к примеру, дополнительный будет у кого-то доход или поиск. Может быть, даже в той организации, где вы сейчас находитесь, вы сумеете договориться, в итоге денежек будет больше, например, да? У тех, у кого личное дело, как-то вы видоизмените, значит, или уже что-то, может быть, видоизменили. Перестраиваете, реструктурируете, значит, будете видеть плоды труда своего где-то. Все-таки тенденция на увеличение дохода. Может быть, это также и для кого-то. Просто вы не отдаете свою помощь. И сэкономил это 2 раза заработал. Тогда ваши ресурсы, ведь тут самое главное, карта о ваших ресурсах и о том, что нужно очень разумно ими распорядиться. И поэтому, может быть, и нужно быть немножечко эгоистом. Я надеюсь, меня правильно понимают. Ну ладно, с чем же связаны последующие события? Ну, это можно расценивать как сигнификацию, может быть, и так. С чем будут связаны последующие события или то, что придет на ваш порог? С деньгами. Ну, вот все то, что я сказала,
пожалуй, не зря. Вы знаете, вам тут высшие силы помогают. Правда, можно вот эту карту расценивать, как у вас сейчас благоприятный период времени. И даже если вам сейчас кажется, все рушится, кто-то из вас может быть, ну, в смятении или в эмоциональном выгорании, в какой-то запредельной, уже нечеловеческой усталости, то да, это ведь карта баланса. Она добавит всего того значения, которое я уже сказала. Правильное распределение ресурсов. Это наше время, это наша энергия, это наши силы, это ваша экспертность. Ну, вот ваша профессия, например, да? То есть тут нужно знать себе цену в хорошем смысле, мои дорогие. Видимо, пока мы сами на что-то соглашаемся, может быть, знаете, такое молчаливое согласие, и, ну, нас используют, увы, не очень красивое слово, фраза, ну, не более чем фраза речи, потому что, ну, это присутствует в той или иной мере в нашей жизни. И вот вам сейчас именно об этом вторая карта говорит: ты задумайся. И если даже, вы знаете, как какие-то перемены, вам приходится себя, может быть, менять. Может быть, и происходят уже какие-то перемены в вашей жизни, и они зависят от людей, они зависят от обстоятельств. То все равно, как высшие силы вам приходят на помощь, но и вам-то нужно правильным вот этим балансом как бы и внутри самого себя или самой себя, как бы, да, тут разделить нужно, да, на что вы соглашаетесь, а на что нет, что вы будете продолжать, а что нет. Кому вы скажете «да», или, может быть, пришло время кому-то сказать и «нет». Вот все строится на балансе. Да, конечно, это не значит, что нас эта карта призывает к конфликту. Ни разу. Наоборот, еще и будет говорить, что ты сумеешь договориться или держать нейтралитет, держать вот этот компромисс, примешь Соломоново решение. Ну, к примеру, если это касается какая-то ситуация наших близких, да, ну или родственников, или каких-то контактов, пусть по работе. Коллеги, соседи, мы их ведь тоже не выбираем. Ну, значит, какое-то среднее арифметическое все равно вы найдете. Самое главное, ну и деньги-то как будто будут. Вот какая-то денежная тема точно присутствует, и нам как будто говорят об этом. И у тебя, если стоит какой-то выбор, как перемены в вашей жизни, то наиболее удачный момент. Что еще? Ну, точно, работа, деньги, мои дорогие. Вы как будто соединили, собрали, ну, тот, кто смотрит мои видео, ваша энергетика, которая, наверное, идет, или от обратного, кого притягивают эти карты, кого притягивает этот расклад, явно есть какая-то тема финансовая, она существует, или откуда к вам приходят деньги. Так вот, две карты, самые лучшие, на деньги, на работу, на ваши достижения при помощи высших сил, с учетом вашей настойчивости и правильное распределение, опять же, сил, все то же самое, нам говорит карта, у тебя получится какая-то геометрическая прогрессия в плане ваших доходов. Нужно разумно как-то, может быть, режим труда и отдыха, вот что-то в связи с этим будут связаны, какие-то перемены или события, которые буквально идут в вашу жизнь. Вы как будто от этого не уйдете. Вам придется, может быть, ну, себе новый план какой-то, да, на день составлять. Или как-то свое время в чем-то сужать, или освобождая свободное время, уже как будто вы будете знать, чем вы будете заниматься. Поэтому будьте готовы организовывать как-то свою жизнь по-новому. И восьмерка пентаклей, тут ведь есть такое значение. Детализация и инструкция. То есть мы можем также что-то и изучать. И это карта профессионала. И одновременно это тот профессионал, который уже достиг каких-то высот, или уже есть какие-то подвиги, будем говорить, на этом поприще. Вы знаете точно, как вы можете заработать деньги. Может быть, вы изучаете, у кого-то приобретаете как новый навык, осваиваете новый ресурс. Это то, что мы можем. Не нужно нам сидеть буквально за партой и получать академическое образование в университете. Нет, мы это именно, ну, за считанные месяцы уже можем получить и приступить к выполнению или уже внедрять это в нашу жизнь. И это очень быстро будет развиваться, и доход, соответственно, по нарастающей. Ладно. Что еще? Какие события? С чем это связано? Вот с вашим каким-то разочарованием. Был период, когда вы
Может быть, кстати, сделали многое, но что-то вас тормозило. Кто-то из вас сложил буквально оружие. Или просто, вот я не могу сказать, что вы бездействовали, потому что противоположные карты, но вы пытались удержать какой-то баланс. 4, как и 6. По балансу, да, это с одной стороны по 3, как бы 3. Ну, у нас тут 3 пентакля будет, и с другой стороны 3. То есть одинаково. Восьмерка то же самое, по 4. Четверка это как бы по 2. Но баланс-то ведь он присутствует. Вот я тут вижу 3 карты, вот как знак высших сил. Ты долгое время удерживал какой-то баланс. Может быть, даже если мы переведем на отношения, мы ведь еще не знаем, что нам раскроют карты. И с каким-то человеком вы тоже, ну, такой нейтралитет заняли. Или делали выводы за это время и наблюдали, как откликнется человек. Или как он себя поведет. Вот я такого не исключаю. Но я не могу сказать, что тут было развитие. Все-таки развития не было. Карты говорят однозначно. И вот мы спросили ведь, с чем будут связаны последующие события, которые идут на ваш порог. Так вот, видимо, с правильными вашими действиями, взаимодействием с какими-то людьми, и одновременно это финансовая составляющая. Ладно, с чем еще это будет связано последующее? С личной жизнью это точно, мои дорогие. Это кто-то из близких. И опять же, какое-то ожидание тоже может такое проиграться. Но вы словно как по судьбе были, ну вот нужно было вам оказаться в этой ситуации. Вы должны были, может быть, даже вот эту паузу какую-то пройти. Или сами взяли эту паузу, чтобы пронаблюдать, как я сказала. Вот выводы самое главное по карте Иерофант. Прежде чем мы поднимемся на ступеньку выше, мы на этой ступеньке, где мы находимся, мы должны отдышаться, осмотреться, что к чему, чтобы, я ведь в самом начале говорила, ресурсы, чтобы не пошло что-то наперекосяк или не вложиться во что-то и получить ляпсус. Может быть, прекратить какую-то помощь, взаимодействие или, ну, продолжение, то, чего, по вашему мнению, или то, что уже, по вашему мнению, ну, ни в какие ворота не идет, например, да, вы уже сделали какие-то выводы. Кто-то по карте Иерофант мог получить его величество отрицательный опыт. И тем не менее, ну, бывает в нашей жизни все же такие ситуации, когда мы не можем от чего-то отказаться. Мы в той или иной мере должны, ну, держать баланс эмоциональный, да. И, может быть, вам-то это вот так, если искренне говорить самому себе, вам тут что-то надоело, а тем не менее, или вам уже что-то стало мешать, а не совсем от ваших желаний это зависело. Ну, видимо, вы дожидались, как и человек себя проявит, да, или откликнется, или нет. Или, может быть, даже такую ситуацию допускали. Ну, хорошо, я подожду. Я посмотрю, как ты откликнешься, когда потребуется помощь мне. Вот у кого-то могла быть даже такая история. А кто-то ожидал завершения, ведь по карте Иерофант мы учимся. Буквально курсов, получения какого-то документа. Вот что-то такое тоже может проигрываться. То есть вы к этому готовились, вы к этому сознательно шли. И вот, видимо, сегодня ситуацию, которую будут нам рассказывать карты, как что же на пороге у нас будет или кто же, это уже есть какой-то опыт. И наша задача, для чего это нам все нужно, мы должны подняться на ступеньку выше. Какие события идут в вашу жизнь, давайте будем узнавать. Что идет в вашу жизнь? На пороге каких событий вы стоите? Праздник после победы, мои дорогие. Нечего добавить. И если любая 6– это победа. По нумерологии 6– это как вершина нашей активности и деятельности. И даже китайская гексаграмма– это всегда 6, да? Кто интересуется, знает. И это тоже вершина нашей активности. Это уже результат. И четверка жезлов– это после этой победы и еще и праздник, и стабилизация. Я должна сказать, жезлы, дела, работа, бизнес или финансовые какие-то вопросы, или откуда к нам приходят деньги.
Ну, вы долгое время раздумывали. Долгое время вы могли себя чувствовать, кстати, да, вот мы говорили, что был как стоп или какая-то остановка. Или вы вынужденно выдерживали баланс, может быть, много работали, или продолжать вам нужно было что-то, да, и вроде бы ничего не меняется, может быть, вы искали в какой-то предыдущий период выход, а вот тоже вы не видели. Вы, может быть, даже понимали, что я могу себе навредить, и ну, это, знаете, какая-то ситуация, когда мы чувствовали себя, как будто загнанными в угол. Вот я такое допускаю. Все таки восьмерка мечей, с одной стороны, карта искаженного восприятия. И нам даже показано, да, на карте, девушка как будто в зеркало смотрит, но видит совсем не то, что есть в реальной жизни. Вот мы, тем не менее, как внутреннее ощущение, эта карта сложная, как загнанные в угол могли быть. Но опять же, мы могли и продолжать что-то, две восьмерки. Восьмерка, если мы перевернем это как лемниската или символ бесконечности, тут, скорее всего, те, кто смотрит видео, у вас сказочное терпение. Вы что-то долго продолжали, а взамен получали, ну, какие-то либо буквально затрещины, ну, иносказательные, да, все же я надеюсь на понимание. Или как отторжение, или чье-то недовольство, или, знаете, как люди закрывались. Или, может быть, это даже по отношениям, мы говорим, игра в одни ворота. Вы откликаетесь, вы ищете контактов, вы пытаетесь что-то сделать хорошо, а в ответ глухое равнодушие. Мы чувствуем, с одной стороны, опять же, какую-то свою отстраненность, как будто нас отстранили. И с другой-то стороны, невозможность изменить эту ситуацию. Может быть, ощущение, что так несправедливо. То теперь какие события идут на ваш порог? Праздник после победы, после вот этого сложного состояния, которое я только что обрисовала очень подробно. Перемены на пороге у вас. Но это вот, знаете, слушайте интуицию свою. По Луне тут еще 1000 неопределенностей, поэтому я не могу сказать, что ту тактику, которую вы, может быть, днями, может быть, неделями раньше приняли, вам нужно ее завершать. Нет, какое-то время, ну и правда, перемены, они не происходят очень быстро. Иногда врываются какие-то события, да, мы даже действуем как-то по-другому. Но на этом перемены-то ведь не заканчиваются, мы чаще всего продолжаем что-то. Вот и вам нужно продолжать и слушать свою интуицию. Молчание вас бережет. Не рассказывайте ничего о ваших планах, что вы собираетесь сделать, что намереваетесь сделать. Не рассказывайте вообще о себе много, даже на какие-то наводящие, может быть, беспардонные, бестактные вопросы. Храните молчание, потому что перемены не закончились. По Луне нам еще предстоит какой-то путь, и именно так и пройти, в таких энергиях. Но все же Луна нам говорит, выглянет Солнце, все встанет на свои места. Тут есть, знаете, какая-то ситуация, которая ее невозможно проанализировать. И судя по тому, что прежде у вас выпадала четверка мечей, вы, скорее всего, это уже чувствовали. Это может быть связано с людьми, с их решением, поведением, да, или, может быть, с какими-то событиями. Ну, даже это как организации, или пусть это вы столкнулись с буквой закона, тут тоже мы не могли это изменить. Ну, может быть, иногда мы предполагали, время пройдет, может быть, выйдут подзаконные акты, будут как-то изменены законы. И мы с вами сейчас живем в ту эпоху, когда очень многие законы будут пересматриваться, как бы системы, идут реструктуризационные такие моменты. И по части финансов, кстати, тоже. Перестраивается весь мир, правда, цифровая эпоха. Мы от нее никуда не уйдем, и она влияет и на изменение даже законодательства. Вот даже, может быть, для вас, для кого-то, по крайней мере, это тоже важно услышать. То есть вы еще пока не знаете какие-то внешние события, которые, тем не менее, могут оказывать в дальнейшем на вас влияние. Вы это можете где-то предполагать. И если это ощущение, я предполагаю, есть, это не значит, что мы бездействуем, но это значит, что мы очень осторожны. По Луне мы осторожны. И я попутно скажу, избегайте толпы. Ваша задача вот держать баланс от начала до конца. И есть такой момент, если вы
оказываетесь буквально на улице, в толпе, вам в другую сторону. Если вы оказываетесь среди какой-то общности, неважно, или это дела семейные с родственниками, или это коллектив. Бывает ведь такое тоже, да? Один за руководителя, другой против. Вот какие-то коалиции, какая-то движуха ненужная создается. И вам тоже ни к одной коалиции, ни к другой. Держите нейтралитет. Это для вас, знаете, как запасной аэродром. И ничего не говорите. Искусство держать паузу. Теперь это будет помогать вам. Какие события идут в вашу жизнь? Потому что еще будут впереди, как какие-то известия, будет что-то меняться. Ага. Вас, вы знаете, какая-то персона, чтобы не сказать персонаж, будет пытаться заново, словно опять на какой-то стриженной козе к вам подъезжать или, ну, я условно говорю. И, безусловно, 15-й старший аркан – это зависимость. Тут явно есть зависимость какого-то человека от вас, мои дорогие. Может быть, это тот человек, кому вы помогали материально, или о ком вы думали, или, может быть, это те отношения, которые долгое время продолжались, а потом закончились непонятным ожиданием, или какие-то зависшие истории. Я могу предположить, что планетарно тоже какой-то дежавю может быть, когда человек подумал, у него было время подумать. И даже люди из прошлого, причем мы могли о них забыть, а вот они-то о нас помнят, и будет как будто пытаться заново вернуться в вашу жизнь, да, после длительного молчания. Именно потому, что у человека в душе, в памяти, ну, сохранились очень добрые воспоминания. Но, может быть, прежде как раз человек и манипулировал, все-таки 15-й старший аркан нам про манипуляцию. Может быть, это вы когда-то, мои дорогие, были вот словно в такой ловушке, да, нам дьявол буквально показан, посмотрите, какая красивая карта. И очень соблазнительный молодой человек, прямо глаза как будто манит. Но это мы с вами, да, ну или кто-то из нас, будем говорить. Ну, в той или иной мере мы все, наверное, заложники какой-то ситуации или отношений. Ну, почему? Потому что в жизни каждого из нас есть какие-то нерешенные вопросы. И явно в решениях, ну, не всегда все однозначно, согласитесь. А раз уже есть вот это, да, качели или какая-то двойственность, значит, либо нам приходится сохранять что-то, да, как и самих себя, так и какое-то время, пока мы проясним вот эту путаницу и непонятно что, какой-то конфуз, а потом еще и продолжить. Вот по Луне это как мы исследуем непознанную Землю без карты. Поэтому искусство мелких шагов. Не оступиться будет очень важно. Кстати, я должна сказать, будьте внимательны, потому что Луна и рядом 15-й старший аркан. Тут действительно в какую-то зависимость нельзя попасть. А те из вас, кто, ну, в ближайшие дни, недели смотрит это видео с момента выпуска, планетарные транзиты еще у нас таковы, что мы можем, кстати, здоровым образом жизни заняться. Тут буквально какие-то зависимости нужно пересмотреть, может быть, да? Может быть, не самые полезные, будем говорить. Ну, кто-то хочет поправиться, кто-то похудеть, кто-то бросить курить, ну или что-то иное. Или вы устали от работы, это вы от работы уже словно вот на таком крючке. И нам ведь в самом начале про работу как раз и говорили, да, и вот вам теперь уже и хочется как-то выделить себе время, внимание, чтобы попросту отдохнуть. И мы вот эту тему, тут мы никак не можем. Мы не должны быть заложники собственного труда. Или жизнь не для работы. Скорее, работа нам дает инструмент, деньги. А деньги – это один из способов взаимодействия с миром. Так вот, это должно быть или помогать в нашей жизни, но никак не наоборот. Но мы часто об этом забываем и поэтому оказываемся втянуты в какие-то условия. Может быть, это у кого-то буквально. Вы ждете, когда у вас закончится какой-то контракт, и вы уже завершите, переключитесь на что-то другое. Но, видимо, и самому-то вот придется выходить вот из какой-то ситуации, когда вам уже надоела вот эта зависимость. Или это будет связано с каким-то человеком, вот конкретно. Давайте еще спросим, какие события идут в вашу жизнь.
Маг. Вы знаете, тут не случайно, наверное, карта Иерофант. Иногда по карте Иерофант мы сдаем жизненный экзамен. Вот у вас, мои дорогие, сейчас жизненный экзамен. И посмотрите, какие карты у вас выпадают. Первое, то есть на кону праздник после победы, но не расслабишься. Явно какая-то ненужная глубокая философия на мелком месте вам не поможет. Нужно быть реалистом. Причем это вам нужно видеть четко. Холодное такое, знаете, здравое мышление, критическое мышление, холодная голова, ну, как минимум, на последующие недели, может быть, и месяцы, это ваше все. Потому что последующие 3 карты – Луна, Дьявол и Маг. Я, наверное, не ошибусь, если скажу, для кого-то из вас проиграется так, что вы сейчас, вот какие события идут в вашу жизнь. Внешняя ситуация, она пока не разберется. Нет. И вам нужно быть и хитрее, и ловчее, и осторожнее. С чем вы столкнетесь? Вы можете столкнуться с какими-то соблазнами, с людьми, как минимум с 2 людьми, которые действуют, соблазняя и манипулируя. Вы сдаете действительно экзамен жизни, и я могу предположить, что идет какая-то кульминация. Мне хочется спросить, так а что ж произойдет? Что случится или произойдет? Давайте узнаем. Ну вот совсем неожиданный расклад. Это правда, мои дорогие. Что случится или произойдет? Что буквально вот на пороге, может быть, в ближайшее время? Ну вот, наверное, это прямо сейчас, если мы говорим, да, и вот то, что готовится войти. Сейчас вам может в момент просмотра видео казаться, что еще пока ничего не происходит, какая-то зависшая ситуация. Или вы можете чувствовать, о чем это вот она говорит, я, да, потому что у меня сейчас полный застой. Вот застой вы можете сейчас чувствовать. Что же произойдет? Ну вот рыцарь жезлов, обратите внимание, в этой колоде какая карта красивая. Здесь как девушка у нас рыцарь жезлов. И рыцарь жезлов – это та, которая готова к переменам, к неожиданностям. Потому что любой драйв, лишь бы не стоячее болото. И знаете, тут готовым к неожиданностям, это значит, нам придется принимать важные решения. На ваш порог придут самые разные такие разношерстные новости. Более того, вам придется перепроверять то, что вы слышите, или то, что вам пытаются донести. Что же еще произойдет? Ну вот видите как, вам даже какая-то пауза, неучастие, мои дорогие, искусство мелких шагов. Слушайте интуицию, правильную как будто дорогу к финансовому благополучию, к решению вопросов, может быть, по части дома, жилища. Ну, вообще переложите, если не буквально финансы, это значит деньги. Нет, это именно где-то благополучие, это может быть наше вот место пребывания, у кого-то буквально стены, или, может быть, имущество, движимое, недвижимое. В конечном итоге это какие-то ценности. Вот именно материальные ценности. Вот вам, вы себя буквально сейчас сберегаете одновременно. Не только от каких-то назойливых личностей, от искусственных манипуляторов, от тех, которые буквально соблазняют, что-то обещают. Легкие деньги опасны, кстати, имейте это тоже в виду. Потому что тут могут говорить, транслировать все, что угодно, обещать тоже. Но мы не должны, опять же, попасться на какую-то удочку. Может быть, и для кого-то из вас как можно быстрее выйти, например, из финансовой зависимости, рассчитаться с кредитом, ипотечным, может быть, кредитом. Что же произойдет еще? Вами будет принято решение по поводу того, что вы услышите. Правда, будет какая-то информация. Возможно, это будет связано с тем, что, как я говорила, какой-то человек, ну, условно, появился в вашей жизни, или, может быть, весть какая-то от этого человека. Может быть, нам ведь не говорят, что это будет. Но единственное, вас будут пытаться втянуть обратно там, где вы уже были. Там, где вы долго ждали, в чем вы долго участвовали, в чем вы, возможно, потом
даже потерпели какое-то фиаско, мои дорогие. И здесь может, или пусть это другая ситуация, или она связана даже с другими людьми, но где-то напоминает то дежавю, с чем вы уже прежде сталкивались. Опыт у вас уже какой-то есть. И вот от вас потребуется однозначное решение. И еще после этого решимость делать первый шаг в противоположном направлении. Вот это решение вам придется принимать. Что произойдет? Потому что, смотрите, кто-то явно будет вас пытаться удерживать в той ситуации, которая выгодна и интересна кому-то. Что произойдет? Вам уже это место как будто надоело. Вы уже здесь все знаете. По двойке жезлов это ничего не происходит. Мы смотрим в окно. Это мы ждем. А нам уже говорили, что какое-то ожидание могло и без этого затянуться. И вот мы рискуем чем? Если мы спрашиваем, что произойдет. Кто-то сознательно пытается для вас создать ситуацию, когда вы снова, ну вот как тот ждун. Сижу и жду, чего не знаю. И теряете время, теряете свои ресурсы, теряете возможность продвинуть, может быть, личное дело, творчество, начать что-то изучать или позволить завершиться одним отношением деструктивным, токсичным, да, но сила привычки вот в данном случае, когда даже сложные отношения, но есть элемент привычки и нашей, но даже если мы от этой привычки отказываемся, в противоположной стороне сложно отказаться, и мы можем это воспринимать как искреннее проявление чувств, искреннее раскаяние. Да, нет, тут такого не будет, нам говорят. Аркан дьявол и маг, великий манипулятор. Я, кстати, должна сказать, что это и ваша ведь где-то энергия. Аркан Иерофант, мы как будто переходим на новую ступень. Может быть, это вам нужно стать тоже магами, волшебниками, мои дорогие, чтобы совладать вот с этим дьяволом. Самому себе сказать в чем-то «нет». Это очень сложно, кстати. Но без этого мы как будто не обойдемся, потому что прежде мы, видите, два жезла изображены. И прежде было, или то, что происходит сейчас, почему вот этот как бы какой-то зависший момент или подвешенная какая-то история, ситуация, потому что мы между жезлами курсируем, ничего не меняемся. Не меняется. Мы смотрим в окно, но мы-то сами ничего не меняем. Мы-то сами не действуем. Мы не выходим вот из этого какого-то круга, да, или вот из этой дистанции, которую нам кто-то обозначил, а мы согласились, понимаете? И вот этот еще один жезл, туз жезлов. В итоге у нас получается тройка, а тройка жезлов – это карта будущего. Вам нужно что-то видоизменить, вам нужно что-то переиграть. И вам в этом помогает, когда вы готовы к неожиданностям, когда вы быстро что-то анализируете, когда вы свои желания не поставили или не оставили на потом. Ведь девятка чаш, мы говорили с вами еще до карт, побыть немножко эгоистом определенно стоит. Это не значит, что мы должны кого-то тут удерживать словно, да, ну, хотя я такое могу допускать, может быть, это вы анализируете свою ситуацию, и теперь и вы от чего-то откажетесь, скажете, ну нет, для меня это уже тоже как ловушка, ловушка для человека, ну и в моей жизни ничего не меняется, если я, ну, буду продолжать оставаться, допустим, на прежней работе или значит, нужно искать новую. И это не говорит нам о том, что мы должны вот словно все разорвать, поставить, грубо говоря, на чем-то крест. Нет, мы, наверное, должны себе какую-то подушку безопасности все-таки создать, прежде чем пойдем дальше. Или вот как эта карта мага, правильно провзаимодействовать, прежде чем мы пойдем вверх или будем осуществлять наши желания, научимся жить где-то в ритме с нашими желаниями и нашими возможностями. Ладно, что еще на пороге? Давайте будем спрашивать. У вас близится к развязке какая-то очень долгая история. И она связана и с людьми, и одновременно с финансами. У кого-то, может быть, и с домом. Ладно. Что же случится, что произойдет? Будьте готовы к тому, что в ближайшее время как тысяча дорог сходятся в одной точке. Карта ускорения, карта трансформации,
карта быстроты. Вы действительно можете получить какое-то известие. У кого-то это бумага, может быть, что-то и по почте, но в нашу цифровую эпоху это может быть звонок, СМС или в мессенджере. Или это ваше собственное решение, может быть, в средствах массовой информации, вы что-то слышите, понимаете, это как раз то, что мне нужно. И какой-то у вас пазл сложится. Будьте готовы к тому, если мы спросили, что же случится или произойдет. Какая-то полученная новость, которая требует от вас незамедлительных действий. А если мы отложим этот момент, скажем, не, я подумаю завтра, а завтра не те энергии, нет возможности. Что случится или произойдет, для вас это имеет какое-то очень важное значение. Это то, о чем вы мечтали. У кого-то это будет связано с поездкой, у кого-то все-таки звезда с популярностью, прогресс по работе, по бизнесу. Или вы что-то изучали, теперь вы понимаете, зачем это было нужно. Но я все-таки вижу по аркану звезда, это первое, сбываются наши мечты. Но это не значит, что вот буквально все какие-то возможности упали в наши ладони. Нет, конечно, здесь последовательность. Более того, в колоде Таро всегда говорю, есть временные рамки. Две карты выбора правильного направления. Одна из них это Солнце, 6-8 месяцев, я всегда обозначаю эту дистанцию. И по карте звезда лет 10-20, как по Плутону. Поэтому тут какой-то марафонский забег. И вам нужно быстро решиться, я сказала, не упустить время. Более того, это тот прогресс, посмотрите, который финансовый в том числе, и на долгий промежуток времени. Это какая-то стабильность, которая шаг за шагом вы выстраиваете кирпичик за кирпичиком. Свою новую реальность, мои дорогие. Что случится, произойдет, да вы меняете статус, мои дорогие. Мои дорогие девочки, для кого-то, может быть, с учетом аркана Луна. Вы долго не могли забеременеть, правда? Вот такая грусть. Как в гнездышке лежит девочка. И вот это искусственное сердечко такое, да, как гирлянда. И только мечты. Ну, тогда, если правда вы хотели иметь, именно стать мамой, ну, или просто стать мамой, да, вот у вас есть возможность. Потому что очень часто конкретная императрица аркан нам всегда, ну, как беременная. Здесь, посмотрите, весь земной шар, буквально. Это как рождение новой жизни. Нового, я допускаю, для кого-то это может быть вообще, знаете, новая жизненная эпоха. Но когда еще и Луна, здесь может быть внезапное известие о беременности тоже. Ну, конечно, сообразно возрасту, сообразно вашим планам, намерениям и целям. Для кого-то, может быть, мои дорогие, в отдаленной перспективе, первая карта, мы говорили, да, марафонский забег. Здесь может настолько, но сначала я вижу, все-таки все тут начинается с того, что вы как свое благополучие отстраиваете. Ведь не случайно нам все-таки две пентаклевые карты выпали, да, это работа, дела, согласование, бумаги, бизнес, деньги. То есть, ну, это вот мы выстраиваем свое благополучие. Но это вот у нас идет как период подготовки. И мы с вами говорили, как по судьбе. А для чего это все нужно, если мы спрашивали? С чем будут связаны последующие события? Вы можете как и далеко куда-то переехать. Вы станете популярными, если вы именно к этому стремитесь. Если вы хотели стать мамой, вот как я сказала, пожалуйста. Если вы хотели или мечтали о семье, об уютном доме, тоже, пожалуйста. Да, мы к этому идем. Нам никто ничего не принесет и, грубо говоря, в наши карманы не положит. Я знаю, что меня больше, конечно, девочек смотрит. И, мои дорогие, это вы, вот именно ваша какая-то финансовая стабильность, не ожидание от спутника жизни, что он принесет и даст эту стабильность. Нет, тут мы сами сильные. Мы сами учимся себя обеспечивать где-то, сами себе организуем и победу, и праздник после победы. Но зато никто нам не придет, ничего не заявит и не станет нас. Ну, если будет соблазнять, да, ну, мы ведь не поддадимся, мы тут, будь здоров, какие реалисты. Ну, и нам теперь не страшны чьи-то манипуляции, мы тут сами, кем хочешь, если нужно, проманипулируем, правда? Вот вам как будто выйти вот в такой статус нужно,
потому что от этого меняется ваша жизнь. Так что произойдет еще, давайте узнаем. Ну, видимо, если вы сейчас смотрите видео, и вы мечтаете о новой дружбе, о новой любви, о новых серьезных отношениях. Ну, рыцарь чаш не говорит о серьезности, это правда. Здесь просто говорит о хорошем настроении, о том, что мы занимаемся тем, что нам нравится. Может быть, это какие-то знаки внимания, нам это тоже приятно слышать, но карта не говорит, что это будет длиться долго. Ну, может быть, это и ваша, кстати, такая позиция, что отчасти вы никому не верите, правильно делаете, время все расставить по местам, правда? Но вдохновиться каким-то моментом, что-то приятное у вас определенно будет. Но императрица, она себя бережет в первую очередь. Она не дарит свои силы, свою энергию просто так. Это предназначено очень близким людей, а не кому попало. Вот, может быть, и вы будете в таких энергиях. И если прежде вы, ну, вам было проще на что-то согласиться, может быть, вы даже было больше как бы людей, кому вы дарили свою энергию, эмпатию, свое вдохновение. Здесь вы тоже это сузите и скажете нет. Вот здесь все дозировано. Вы что-то будете явно дозировать. Давайте мы еще спросим, так что же? На пороге праздник, мои дорогие. Вы можете разобраться в какой-то даже сложной ситуации, но все-таки именно здесь взаимосвязь какая-то присутствует. Все-таки тут, ну, как трикветр, да? Не совсем, конечно, это трискель, но отчасти это прообраз тринакрии. Может быть, это для кого-то и будет как рождение ребенка, да, вполне вероятно, были вдвоем, а теперь уже семья втроем. Может быть, это и решение вопроса по части ваших детей, вообще, в принципе, с учетом аркана императрица, или каких-то семейных проблем. Но хочется спросить, что идет, что на пороге. Праздник, мои дорогие. И вот смотрите, стабилизация нам, да, сказали. А далее праздник после победы. Ну вот еще это придется удерживать. Четверка все-таки. Четверка это как 4 столпа. Это равновесие, я говорила об этом. Но вас как будут проверять. Может быть, и высшие силы. Такой экзамен нам устраивают, я уже тоже сказала. И с разного рода людьми вы столкнетесь. На стойкость, выдержку и, знаете, абсолютное хладнокровие. Ведь маг великий практик. Поскольку не все однозначно. Есть то, что может быть продолжено. Но есть и то, от чего придется отказываться или что-то перестраивать. Поэтому улучшать свое благополучие, мои дорогие, перестраивать, сделать свою жизнь более удобной, понятной, более прогрессивной нашим навстречу ожиданиям, а не ожиданиям кого-то, да, или вот каких-то таких персон. Ну, вот такое нам раскрывают историю, и в конечном итоге еще какой-то праздник, он обязательно должен быть. Все в ваших руках, потому что императрица – это символ нового «я». Это как новый жизненный этап, новые возможности, новое качество жизни на долгий период времени. Перекладывайте на себя, а я хочу поблагодарить за ваши волшебные комментарии, которые вы пишете. Я всегда это читаю. Может быть, я не всегда успеваю отвечать, я надеюсь на понимание, правда, загруженность по графику временная не всегда дает возможность отписать в ответ, но мне это очень приятно читать. Я понимаю, что мои расклады, мои видео, они не зря, у кого-то они находят отклик, и вы мое вдохновение. Это вот тот взаимоэнергообмен, мои дорогие. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал. И будьте счастливы, будьте любимы всегда.